Добрый день, мои дорогие зрители! Меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами разберем три взаимосвязанные темы. Тема первая – почему люди толстеют, причины ожирения и набора лишнего веса. Вторым этапом мы рассмотрим, что такое висцеральный жир и как его убрать. Третья часть нашей передачи – это как определить свой нормальный вес. Я вам дам формулу для расчета идеального веса. Все темы про похудение вы можете узнать по ссылкам, которые я вам оставила внизу под этим видео в комментариях. Давайте худеть правильно, без вреда для здоровья. Итак, первая тема. Часто ошибочно люди думают, что набор лишнего веса происходит из-за генетических особенностей организма. Нередко слышу выражение у людей с избыточным весом, что у нас все в семье крупные. И бороться с этим весом бессмысленно. Еще, когда я задаю вопрос пациентам, как вы считаете, откуда у вас лишний вес, многие неуверенно отвечают, наверное, неправильное питание. Это тоже причина. Последней причиной набора лишнего веса пациенты считают малоподвижный образ жизни. Ответ гораздо проще. Причинами стремительного набора веса как у мужчин, так и у женщин чаще всего является стресс, ровно как и попытка заедать его сладким. Я вам хочу объяснить, что соблюдение рекомендованной нормы калорий для того, чтобы убрать лишний вес, это далеко не единственное правило. Например, хронический избыток глютена и насыщенных жиров в рационе приводит к набору лишнего веса в определенных зонах тела, прежде всего на животе. Ожирение на сегодняшний день – это самое актуальное и наиболее распространенное заболевание во всем мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, примерно каждый третий взрослый человек в мире имеет избыточный вес, а каждый 10-й страдает ожирением. К сожалению, давно привыкли считать, что набор веса с возрастом, особенно в области живота, это нормальный процесс, типа того, что после 30 лет обмен веществ заставляет тело запасать больше жира. Но это ошибочно. Метаболизм 30-40-летних людей с нормальным здоровьем практически не отличается от метаболизма подростков. Избыточный вес – это не только эстетическая проблема, ожирение наносит комплексный вред здоровью организма. Ожирение почти всегда связано с гормональными изменениями. Телу становится намного сложнее поддерживать нормальный уровень тестостерона, инсулина, кортизола, лептина и других гормонов. В конечном итоге чрезмерные жировые отложения влияют на повышение холестерина, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарный диабет второго типа, мышечно-скелетные повреждения, например, остеоартрит, а также даже на некоторые раковые заболевания, такие как рак эндометрия, молочной железы и толстой кишки. В некоторых случаях ожирение действительно может быть спровоцировано уже имеющимися у человека гормональными проблемами. Низкий уровень гормонов щитовидной железы, это гипотериоз, характеризуется серьезными нарушениями в обмене веществ. Это и набор лишнего веса, и хроническая усталость, и головные боли, и бессонница, и наоборот неспособность выспаться даже при большом количестве сна. Одной из наиболее распространенных причин снижения тироидных гормонов и сопутствующего ожирения является банальная нехватка йода в ежедневном рационе. И если вы набираете лишний вес, даже тщательно соблюдая диету и занимаясь спортом, обязательно проверьте, достаточно ли в вашем питании продуктов, источников йода. Потребляя с пищей больше энергии, чем требует ваша суточная норма калорий для ежедневной активности, вы провоцируете отложение невостребованных калорий в жировое депо, так развивается ожирение. Всегда помните о том, что 3-4 конфетки в день – это плюс 200-300 килокалорий. Если посчитать эти лишние конфеты за год, то это вам гарантирована прибавка в весе на 8-10 килограмм. Я не призываю отказаться полностью от сладкого, но нужно кушать правильные десерты. Ссылку я вам оставлю внизу в комментариях под роликом. Теперь давайте рассмотрим, что такое висцеральный жир. Висцеральный жир – это плотный жир, располагающийся внутри брюшной полости человека, и его основная задача – это амортизация и защита внутренних органов от повреждений. При ожирении количество висцерального жира увеличивается. В результате он начинает не только выталкивать живот вперед, придавая фигуре форму яблока, но и активно включается во все процессы обмена веществ. Избавление от висцерального жира – это первый шаг на пути к стройному и здоровому телу. Этот вид жира быстро реагирует на физические тренировки и умеренную диету. Хорошая новость заключается в том, что при тренировках подобный жир уходит достаточно быстро. В неделю можно убрать до полукилограмма жира.
Для сжигания этого жира достаточно лишь ввести в привычку регулярные занятия кардио. Если вас интересует моя программа кардиоупражнений, дорогие зрители, напишите мне об этом в комментариях. Я тогда это сделаю в следующей передаче. Хочу напомнить о том, что ожирение внутренних органов – это достаточно опасное заболевание, способное отрицательно влиять на здоровье человека. Уменьшение количества висцерального жира помогает не только сократить объем талии, но и нормализует уровень холестерина и инсулина в крови. В отличие от подкожного жира, инертного и не участвующего в метаболизме, висцеральный жир способен самостоятельно вырабатывать гормоны. В первую очередь речь идет о гормоне голода – лептине. Именно этот гормон регулирует процессы формирования чувства голода и насыщения, комплексным образом влияя на наш мозг. Высокий уровень лептина заставляет человека переедать и набирать еще больше веса. Кроме этого, наличие больших объемов висцерального жира у мужчин приводит к конвертации тестостерона в эстроген. В этом случае усугубляется ожирение по женскому типу, начинает активно нарастать жир на бедрах и на груди. Помимо этого, разрастание висцерального жира приводит к механическому сдавливанию внутренних органов. Это может негативно сказаться на их работе. Висцеральный жир представляет из себя такую губку, которая впитывает жирные кислоты и отличается низким количеством капилляров. По сути, в случае отсутствия физических нагрузок и продолжительного неправильного питания, у нас организм очень умный, он формирует запасы внутреннего жира. При этом минус висцерального жира заключается в том, что наша сдувшаяся губка жировой клетки способна достаточно долго сохранять память о своем объеме. Однажды набрав лишний вес, даже после похудения человек будет иметь предрасположенность к ожирению. Важно не только избавиться от висцерального жира, но и исключить привычки, которые привели к его формированию. Давайте подытожим, почему растет живот. Первое – это отсутствие регулярных физических нагрузок. Второе – это чрезмерная калорийность питания. Третье – это избыток быстрых углеводов в рационе, булочки, конфетки и так далее. И четвертое – это чрезмерное употребление алкогольных напитков. Мы подошли к третьей части нашей передачи, и напоследок мы определим свой нормальный вес. Традиционно считается, что формула для расчета идеального веса – это рост в сантиметрах минус 100. Несмотря на то, что эта формула действительно позволяет оценить наличие выраженного избытка или недостатка массы тела, полученную цифру ошибочно считать идеальным весом. Помимо этого, необходимо учитывать еще пол и возраст человека. На самом деле, идеальный вес человека – это тот вес, который он имел в возрасте 18-20 лет. Однако часто малоподвижный образ жизни и регулярное превышение суточной нормы калорий нарушает обмен веществ и приводит к набору лишней жировой массы. С другой стороны, занятие спортом и набор мышц также повышает вес, но с положительным эффектом на здоровье. Хочу сказать, что современные диетологи отталкиваются не от формулы для расчета идеального веса или даже не от индекса массы тела, а от процента жира в организме. Этот показатель позволяет не просто рассчитать условное отклонение от нормального веса, а дает понимание того, сколько именно лишнего жира имеется. Существует три формулы для расчета идеального веса. Первая, о которой мы говорили, формула Брока, рост минус 100. Вторая формула Лоренца. Третья ИМТ Кетли. Про формулу Кетли и ИМТ, индекс массы тела, я рассказывала в прошлой передаче. Оставлю вам ссылку в комментариях под видео. Формулу Брока мы уже разобрали. Давайте рассмотрим формулу Лоренца для мужчин и для женщин. Первый расчет для мужчин. Первая сумма рост минус 100, вторая сумма рост минус 150, поделенная на 4. Из первой суммы вычитаем вторую и получаем идеальный вес. Для женщин идеальный вес считается так. Первая сумма рост минус 100, вторая сумма рост минус 150, но тут мы делим на 2. Из первой суммы вычитаем вторую, получаем идеальный вес. В принципе, как вы видите, ничего сложного. Как определить процент жира в организме и какова его норма, я также рассказывала в прошлых передачах. Также оставляю ссылку под видео в комментариях. На этом наша встреча подошла к концу. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. С удовольствием отвечу. С вами была Наталья. До новых встреч. Пока!